Сейчас посидим на лабазе, посмотрим, будут кабаны или нет. Мне эта охота не совсем нравится. Я люблю все-таки динамичную охоту. Но иногда приятно посидеть на лабазе. Посмотрим, выйдет, не выйдет кабан. Сегодня за день, наверное, видели штук 300-400 косуль. Иногда они собираются на полях по много, прямо на зимых полях по 300, по 500 штук. А когда уже лето, они по всему лесу рассредотачиваются. Поэтому сейчас зеленка найти, увидеть в большом количестве, но не получится. Но в этом хозяйстве около 1500 косуль и где-то 100-120 лосей. Потому что лось мигрирует, как и косуля, туда-сюда ходит. Где больше охраняют, он там и находится. Где кормовая база хорошая. Ладно, все, сидим, молчим, ждем. Курганская область. Край заливных лугов и березовых рощ. Место, где природа раскрывает свою красоту. Здесь реки текут плавно, словно серебряные ленты, а ветер нежно играет с листвой деревьев. Березовые рощи и степи создают неповторимый пейзаж, а каждый куст и цветок становится частью этого удивительного мира. Эти живописные места – дом для самой большой популяции косули на планете. Именно сюда охотники со всего мира приезжают, чтобы добыть трофеи с самыми выдающимися качествами. Дмитрий Панов охотится в этих местах уже 16 лет. Он побывал во многих охотхозяйствах и на своем опыте выяснил, как создавать идеальные условия для данного вида трофейной охоты. И так случилось, что волею обстоятельств ему выпала возможность создать свое охотхозяйство в Курганской области. Друзья, всех приветствую! Мы находимся в нашем охотхозяйстве. Сегодня посмотрим, сколько у нас здесь кабанов, есть ли они вообще здесь или нет. Проинспектируем, так сказать. А еще покажу вам, что мы здесь творим, что мы строим. В общем, всем приятного просмотра. Вот так вот сделай. Вот видите, сколько труда и какое количество людей занимается этим трудом. Некоторые стреляют по этим аншлагам. Ну что вы как варвары, ребята. Это как, извините, в туалет ходить и не смывать за собой, блин. Ну, чужой труд хотя бы начните уважать, тогда, может, себя зауважаете. Кто так делает? Вот мы сейчас целый день этим занимаемся. Если кто-то будет пакостить, поверьте, увидим, найдем, отшлепаем, если будете пакостить. Да? Кому-то сейчас понравится, сказано, сломать, чтобы меня отшлепали. Ну да, есть извращенцев много. Здесь у нас очень живописное место. Рядом течет река Миас. И вот там вдалеке мы строим
домики, то есть это разного уровня будут домики, чтобы каждый имел право приехать, кто-то, скажем так, в небольшой домик, кто-то побольше и так далее. Мне очень важно, чтобы у каждого было право на охоту. Кстати, расскажу вам, сегодня написал, я как раз красил крышу, там что-то, работал по дому, тоже помогал. У меня и строители, я и сам работаю. Как знаете, что покажи собственным примером, поэтому вот сегодня залез на крышу, сам красили с сыном крышу, потом Работник пришел, все ему показали, сейчас вот доделывает работу. И сегодня пишет один человек, что да, строите охотхозяйство не для простого охотника. И у меня прямо, знаете, иногда так вызывает эмоции такие комментарии. Что значит простому охотнику? Вот я тут пашу, лажу по крыше для того, чтобы приехали люди, для того, чтобы они могли себе обеспечить отдых и так далее, да, понятно, что за деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке, не бывает бесплатного сыра, очень хороших угодий, то есть я пашу для того, чтобы людям было хорошо. Что мешает тому человеку, который пишет такие комментарии, мы готовы были 300-400 тысяч заплатить, чтобы нам сделали ремонт. Мы даже не нашли бригаду, вот потихонечку где-то сами делаем, где-то люди обленились. И вот этот человек хочет фактически на халяву. То есть простой охотник, что значит? На халяву он должен приезжать. Я тут пашу целыми днями под палящим солнцем. А простой охотник должен на халяву приехать. Так получается? Нет, халявщиков здесь не будет. Все мужики, которые коллективы здесь есть, я еще не со всеми познакомился, но они все помогают, что-то делают. Кто-то дал трубу, кто-то пашет поля, засеивает. Потихоньку мы, естественно, им даем также лицензии для того, чтобы у них была возможность тоже осуществлять свое право на охоту у простых охотников. А бездельников, нет, бездельники нам не нужны здесь. Рога, смотри, какие хорошие. Трофейный. Самочка идет. Нет, самец. Самец? Да. Еще один. Так средний, наверное. Да, ему лет 5-6. В лес заехали. Вот сейчас где-то 5 примерно особей косули было. Из них 2 трофейных самца. Хотя небольшие совершенно. Ему возраст небольшой. Видно, что 5-6 лет. Но рога уже огромные. То есть рога уже сантиметров 30 такие. Трофейные. Как бы так ни звучало, но охотники самые первые защитники дикой природы. Вот здесь у нас засеяно 15 гектар полей, поле для подкормки животных. То есть здесь будет кормиться кабан, косуля, здесь посеян горох, пшеница. Как сюда ехали, даже очень приятно понаблюдать за птицей. Сначала 2 лебедя взлетели, а потом нам специально позировали для вас, наверное, 2 журавля ходили по лесу, кормились. Даже просто без оружия проехаться по лесу, на такой красивой природу полюбоваться, это большое удовольствие. Но еще это большой труд, потому что это же труд не только наших егерей, а еще и людей, которые нашего коллектива. Тут несколько коллективов, которые тоже помогают, засеивают. Сейчас будем менять лабазы, поставим более усовершенствованные, уже современные, теплые. Думаю, что в течение лета мы все биотехнические работы, или большую часть сделаем, проведем. Поедем дальше, посмотрим, что еще в этом хозяйстве есть.
У нас здесь будет маленькая Венеция, тут будет каскад прудов. Ну, естественно, их зарыбим благородной рыбой, там, форелью, может быть, веслоносом, еще какой-то рыбой. Ну, тоже можно будет приехать, порыбачить. Да, и поставим здесь детский городок обязательно, чтобы и детям было чем заняться. Вдруг кто-то захочет приехать с женой, отдохнуть, пострелять, насладиться природой вот этой вот, этим чистейшим воздухом курганским. Вот такие же мы заказываем дома. У нас будет в охотхозяйстве. Здесь вот дом я бы сказал, на 5 даже. Вот так вот. Очень много. Здесь и кухня есть, и диван. Вот очень комфортно втроем разместиться. Здесь посидеть, там терраса. Терраса большая. Можно шашлыки пожарить после охоты. И вот такая вот кухня. С холодильником совсем, я думаю, что лучше не придумаешь. Пойдемте в спальню покажу, как спальни с шикарным видом. Одному вообще комфортно разместиться, ну и вдвоем тоже хорошо. То есть у нас в охотхозяйстве будут такие же спальни. Понятно, что мужики не будут друг с другом спать. Собственно, вот в таких вот домах будем жить по одному. Здесь туалет, душевая кабинка, в общем, все, в принципе. Ну, что еще из объектов? У нас здесь будет фазанья ферма обязательно, поскольку я когда-то мечтал, чтобы у меня фазаны были на вольном выпасе, поэтому заказали вольер фазанов. В общем, привезем и потихонечку будем их здесь разводить, а также отстреливать будем фазанов, ну и готовить очень вкусно. Будет обеденный зал с кухней. Вот. Шеф-повар Андрей у нас из очень хорошего ресторана, опытный парень, как раз тоже охотник, любит дичь. Вот он занимается сейчас кухней, то есть мы обеденный зал тоже заказали. Заказали пока 5 домов, вот. Там максимальная вместительность 20 человек в 5 домах, но это максимально, это прямо перебор. Лучше по 2-3 человека, ну 5 человек в доме, очень комфортно. Фазанья ферма у нас будет вот там, вон где береза стоит, вот там мы ее сетку заказали, Дель. Ну и, соответственно, вольер такой же, как вот у собачек вы видели. Ну и просто выпускаешь фазанов, можно приехать, как некоторые товарищи ко мне приезжали, прямо в полях пострелять с собачкой. Красота будет. Отдай, молодец. Здесь постоянно грязь была. Вот потихоньку подделываем дорогу. Здесь положили трубу 400-ку, потому что старая была забита труба. Ну, посчитали, что ее мало. Сейчас вот заказали еще 7, по-моему, метровую трубу, потому что, ну, чтобы другие машины могли тоже проехать, а не только маленькие. То есть везде все требует больших затрат и больших этих. Дорога, конечно, у нас здесь пока оставляет желать лучшего, но надеюсь, что добрые люди подскажут, как правильнее сделать нам дорогу сюда, хотя бы отсыпать ее. Потому что местные жители тоже не могут добраться, если дождь, то все хана, они на простых машинах не могут никуда выехать отсюда. Хотя здесь есть дети, но думаю, что этот вопрос решится. Как-то мы его в любом случае решим, потому что нужно, чтобы здесь была хорошая дорога. Друзья, ну получается так, что мы не только о себе заботимся, мне хочется здесь возродить деревню, чтобы она процветала. Соответственно, попробуем создать точку притяжения, облагородить, дороги сделать, там мусор начать вывозить. Не знаю, там мы уже вывезли сколько-то, наверное, с КАМАЗ. Надо еще КАМАЗ вывозить. Сейчас вот начали мы с берега, облагородили его немножко. Еще не дооблагородили, только начали. Вот здесь вот кучу мусора убрали. Вот сейчас смотрю, еще не доубирали. Кучу мусора, всякие эти коряги, старые ветки. Сейчас вот выровняем этот бережок, чтобы он был, скажем так, в симпатичном виде. И здесь потихонечку начнем что-то уже завозить дома, крутить сваи и так далее, винтовые. Здесь вот тоже все вычистили. Коряги, старые бутылки там и так далее. Просто тут гора целая была. Местным людям покупаю пакеты, чтобы они хотя бы куда-то складировали в одно место, чтобы потом решить вопрос с вывозом мусора.
потому что нет дороги, соответственно, не может заезжать сюда мусоровоз. И, в общем, целая проблема. Ну, постепенно, я думаю, что мы и здесь тоже все наведем порядок, и людям будет тоже комфортно. Видите, местные жители выживают, собирают землянику, потом продают. Заказал 10 ведерок, чтобы как-то поддержать, потому что нужно поддерживать местных. Вот. Немножко выровняли площадку под строительство. Ну и с Божьей помощью и добрыми людьми строим, в общем. Ребята мне очень помогают, мои братцы. Спасибо вам большое всем, которые могут не только дружить, воевать, но и помогать, работать и так далее. Спасибо вам, ребята, потому что без вас все бы было гораздо тяжелее. А так, когда нас команда приехала, один этот делает, второй это делает. Шикарно все получается. Прошло уже более часа, а на прикормочной площадке никого. Неужели в этом хозяйстве нет кабанов? Но подождите, кажется, кто-то подходит. Барсук. Несмотря на то, что европейский барсук считается хищником, он на самом деле всеяден и питается самой разнообразной растительной и животной пищей, включая дождевых червей, крупных насекомых и мелких млекопитающих. В нашем же случае его привлекло халявное зерно. Он чувствует себя довольно вальяжно, ведь в этой местности у европейского барсука практически нет естественных врагов. Будучи обычно спокойным, барсуки могут становиться чрезвычайно агрессивными и свирепыми, когда их загоняют в угол, что делает охоту на них опасной для хищников. Сегодня используем новый прицел Каут. Очень хорошая кратность. И труба сразу же уже идет на этих. Это 16. Вообще сегодня такая история, что прицел Каут гораздо дешевле, но по функционале они выполняют все те же задачи. Может быть, на дальних дистанциях типа нужен Nightforce или еще что-то. Но вот 300, 500, 600 метров прицел Каут отлично себя зарекомендовали, может и больше. Я попробую потом, потому что будет понятно. Но вообще и прицельная сетка, чувство светопропускаемость, все на высшем уровне. Мне прям очень нравится прицел Каут. У него есть защита от параллакса. И, собственно, все поправки можно носить легко. Уже раз. Легко носить поправки, поэтому я отказался от Сваровского. Он у меня еще стоит на Блейзере. Но я планирую поставить Гаут на Блейзер, потому что на Сваровском неудобно делать поправки. Мне очень нравится эта машинка, этот аппарат. Просто замечательный. Смотришь прямо, приятно смотреть.
выстрел. Тише. И отдачи нет. БРТ все-таки профессионал. И у них отличная команда. Очень хорошее оборудование. Самое главное, эти банки работают безотказно практически у половины России. Поэтому, знаете, говорят, хорошая поговорка. Старый друг лучше новых двух. Это вот как раз по БРТ. Поэтому я заказал 2 банки БРТ. И всем рекомендую, потому что они там, у ребят показывают очень хорошие результаты. Особенно у Снайперова. Отправляю туда тоже. На Блейзер идет короткая банка, маленькая такая. А здесь за счет того, что газа вот банка нужна больше, потому что газы сюда уходят, назад частично. Но, конечно, все равно у Блейзера очень тихий выстрел, совсем тихий. У Пинелли за счет газа отвода газу сюда уходит, выстрел чуть-чуть погромче. Но в целом тоже решает задачу. Конечно, выглядит большой емкой, но он не отражается сильно на весе. Весит килограмм 600, 650. Ого, наш барсук решил ретироваться. Похоже, кто-то его спугнул. Ну, давайте в новый дом собачки. Всё. Хулиганы. Да, хулиган. А, хулиганы. А эти хулиганы. А эти мой хороший на ботик, хоть и мой золотой, на батище. Кто-то скажет, зачем такой огромный вольер. На самом деле собираюсь я к Александру Константиновичу Борисенку. В общем, хочу посмотреть у него собак. Если получится, может быть, он мне поможет и даст хороших 2 медвежатников. Поэтому жду уже с нетерпением, когда высвободится минута, чтобы слетать в Беларусь. И Женя Мальцев из Ставрополя тоже суку для меня готовит. Так что будет пополнение, может придется разделить, если они будут грызться. Но в принципе они плюс-минус все молодые. Посмотрим, может быть, удастся создать команду такую. Эти мои золотые, эти мои хорошие, эти мои золотые. А вот и они. Кабаны. Целое стадо. Теперь все в руках охотника. Нужен 1 точный выстрел. Сейчас не стоит торопиться. Можно подождать, понаблюдать. Дмитрий выбрал цель. Теперь нужно дождаться момента, когда кабан отделится от стада, чтобы не подранить других особей, если пуля пройдет насквозь. Осечка. Неужели? Нет, не дослал патрон в патронник. Но, похоже, кабаны слишком заняты трапезой и не обратили должного внимания на звук байка. У Дмитрия еще есть шанс.
Точный выстрел. Кабан лег там, где стоял. Ну что, ребята, время сейчас скажу, сколько вам. Смотрите, время 21:44 нашего уральского. Хотел бы сказать про прицел. Прицел отработал нормально. Банка тоже отработала хорошо. Кабаны дождались, пока я перезарядился. Ну, не знаю, все получилось. Он взял кабанчика небольшого, но я не хотел как бы большого стрелять. Но кабанов здесь много, ребята. Сколько было? Да, наверное, штук 30-35. Я в шоке. Вот, стрельнул одного кабанчика. Ну, не знаю. Кто-то говорит, что эта охота не очень, не трудовая. А эта охота, она как раз формирует выдержку, потому что ты сидишь вот сколько было, часа? 2,5. А нет, 1,5. 1,5 часа просидели, и пришли кабаны. Ты еще говорил вначале, они не ходят сюда. Я Да не думаю, придут, да, говорят, я- сегодня. Да, я думаю, вообще не придут. Я Мне тоже не я везет. расстроился уже. Мне не везет на вышках обычно. Вот. В общем, ребята, мне очень все понравилось. Я это, скажем так, хотел проверить прицел. Прицел отработал. Видно все в прицел, как в тепловизор. В принципе, уже темно достаточно. Но, тем не менее, прицел отработал. Поэтому я доволен. Пойдемте посмотрим, что тут за кабанчик. Неплохой кабанчик, прошлогодний, самочка. Ну, хороший вес. Ну, видели, кабанов 35, я уже думал, что не выйдут. Уже смотрю, время уже очень много. Ну, ходят кабаны, хорошо ходят. Барсук еще выходил. Ну, да, барсук сначала вышел тут, потусил, потом раз кабаны, короче, слышал их, все, убежал. Значит, барсука они не дают ему покоя кабаны. Ну ладно, как говорится, шулюм будет. Вот завтра проверим его. Все получилось. Не слышали, что ли? Выстрел? Ну, Нет. ну, у меня с банкой. Но все равно так он прилично шлепнул. 35 штук где-то примерно. Сколько? было. Да штук 30. У нас столько не должно быть. Я тебе отвечаю, я сам, Я рад, спасибо. я сам в шоке. А, Нет, всё, это серьезно? Да. тогда поздравляю. Спасибо. Спасибо вам. Да нет, вам спасибо. Вы чё? Ну и все, я небольшого стрельнул. Зачем большого? А не надо большого. Ребята, мы не продаем, мы кушать себе. Самое нафиг это. Что, погнали, погнали работать. Конечно. Ну, удовольствие получил. Ну, Слушай, ну, я да. на вышке сижу третий раз, в смысле, нет, сижу-то больше, я третий раз добываю кабана на вышке. Вот 2 добывал, и вот вот сейчас третий раз. Ну да, свинка. Свинка, папа. Слава богу, охота удалась. Спасибо. Да, не. Да нет, ты молодец. Ты посмотри, в каком состоянии охотхозяйства. Хоть и браконьеров у тебя много было, но все равно охотхозяйство. Ну, мы стараемся, мы Да, конечно, хуярим, молодцы, что там говорить. И они, Видно, блядь, все и бреки- вышки. И бреки знают, что мы дураки, блядь. нахуй. Ну да, понял. Здесь год поебать. нахуй. Понял. И вышки, и все, молодец. Молодцы, Аркадий. Вы молодцы. Вдвоем. Сергеевич, конечно, еще и руководит. Вдвоем все равно. Да, понимаю, что Мы не это смотрим. такая совместная работа. Молодцы, ребята. Прямо. Помимо Дмитрия, сегодня удача улыбнулась еще 2 охотникам на других лабазах. К ним также вышли небольшие группы кабанов, и охотникам удалось добыть по 1 кабану. Похоже, что с наличием дичи в этом хозяйстве проблем нет. Друзья, вот такое вот у нас охотхозяйство, и кабан есть, и очень-очень много косули. Также есть трофейный лось,
Поэтому бронируйте, приезжайте в гости, поживете в комфортных условиях, захотите, снимем фильм, не захотите, просто поохотитесь, познакомимся. Буду всех рад здесь принимать. В описании вы найдете контакты Вадима, это наш менеджер по бронированию. Соответственно, с ним свяжитесь и записывайтесь. Уже мы очень много мест забронировали, соответственно, успевайте. Всем добра и пока.